Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Семенихин, я являюсь гендиректором компании Пальмира Биофарма, которая разрабатывает современные высокоточные белковые препараты для лечения критических заболеваний. И сегодня я хочу вам рассказать об одном из препаратов. Это лекарство под рабочим названием ангиогеноцепт, и оно стимулирует рост микрососудов для лечения ишемических состояний. Что же это за болезни? В первую очередь, конечно, мы говорим о инфаркте, первой причине смертности для человека. Итак, это инфаркт. Затем мы говорим, есть такая тяжелая болезнь, как инсульт. И некоторые из видов инсульта нуждаются в срочной стимуляции роста микрососудов головного мозга для уменьшения степени повреждения от этого болезни. Итак, ну и, конечно, мы говорим о лечении ишемических состояний, таких как ишемия нижних конечностей, ишемия конечностей в широком смысле. Дело в том, что на сегодняшний день у человечества нет лекарства, препарата, которое бы стимулировало рост микрососудов для предотвращения дальнейших осложнений от этих болезней. Наша команда состоит из людей, которые хорошо зарекомендовали себя в научной области. Это два доктора наук и исследователи с хорошим международным опытом. И, конечно, важно отметить, что основателем и генеральным директором первым нашей компании был Иван Лобов. Иван – это человек, который не только является замечательным ученым, исследователем и разработчиком лекарств, но и автором одного из известных лидерских в мире препаратов. Это препарат Eylea, вот здесь вот выделено красненьким. Это препарат, который, например, в прошлом году продавался на 9 миллиардов долларов. Итак, с точки зрения научного цитирования, публикаций, наша команда публикуется в таких изданиях Science, Nature и других очень известных и респектабельных научных изданиях. Как же мы создаем подобного класса лекарства? Рассмотрим на примере нашего белка. Итак, мы выберем сейчас вот этот фломастер, да? Мы берем человеческий рецептор, например, Delta-like ligand 4, как в нашем случае. Вот он. И берем человеческое антитело, в данном случае иммуноглобулин G. Затем от человеческого рецептора мы берем внешнюю часть, внеклеточную часть рецептора. А от иммуноглобулина берем Fc-домен. И с помощью методов генной инженерии конструируем новую, так называемую гибридную белковую молекулу, которая является нашим целевым белком и содержит внеклеточную часть дельта-лайк лиганда 4 и Fc-домен иммуноглобулина G, что позволяет, с одной стороны, эффективно взаимодействовать с ночь-сигнальным путем, блокируя его, а с другой стороны, имея частичку иммуноглобулина, быть незаметным для иммунной системы организма и таким образом продлевать жизнь белка в русле крови человека. Итак, вот сверху вы видите примерную 3D-модель нашего белка. И после того, как мы сформировали идею итоговой молекулы, мы делаем плазмиды, потом делаем клеточные линии, делаем терапевтический белок и показываем его свойства на клеточных моделях. Ну и, конечно, патентуем все это. Сверху вы видите как раз формулу нашей плазмиды и серию экспериментов, которые показывают терапевтические свойства произведенного белка уже на основе постоянных клеточных линий. Если говорить о патентах, то у нас есть патент, который уже зафиксировал основы технологии.
И в прошлом году мы подали еще 2 патента в российское и международное патентное ведомство, которые как раз описывают изобретение, о котором мы сегодня говорим. Очень приятно, что в прошлом году мы получили первое место на премии «Новатор Москвы» в номинации «Проект будущего» по направлению медицины и фармацевтика. Эта премия была проведена совместно с Московским инновационным кластером и Агентством инноваций Москвы. Это очень приятная награда для нас. В позапрошлом году мы стали номинантом и получили 2-е место на конкурсе Patents Power. Это конкурс, который проводился совместно фондом Сколково, биофармацевтической компанией Bayer и Международным агентством по интеллектуальной собственности. И нам было очень приятно, что мы получили 2-е место из 730 стартапов СНГ, именно подчеркивая наш потенциал по защите интеллектуальной собственности. Мы достаточно активны в публичном пространстве. И с точки зрения бизнеса, вот то лекарство, которое мы делаем, несмотря на то, что оно находится на рынке, мировом рынке лекарственных средств, который составляет более $1,5 триллиона, целевая ниша, на которую мы нацеливаемся и которую хотим занять, это примерно $12 миллиардов. С точки зрения конкуренции, у нас на сегодняшний день всего одно лекарство можно назвать конкурентом в нашем классе, это неоваскулген. Неоваскулген — сверхскрученная плазмида, которая путем инъекции должна приводить к созданию белков, которые стимулируют ангиогенез самим человеком. И, конечно, мы понимаем, что наше предложение выглядит более интересным, потому что мы сразу производим терапевтический белок в понятных объемах, с понятным эффектом. И таким образом мы видим много преимуществ по отношению к текущему конкуренту. С точки зрения бизнес-показателей обращу внимание на то, что при ожидаемой оценке к 2030 году нашей компании в размере 140 миллионов евро, это пессимистичная оценка для ограниченного числа рынка. Нам необходимы 10 миллионов евро за 45% доли в компании. Что же получит инвестор? Инвестор получит не только 45%, но еще ожидаемую норму доходности в размере 30% годовых и ожидаемые возвратные инвестиции в размере 50%. Куда же пойдут полученные деньги? В данном случае график показывает распределение трат по годам до 2027 года. И мы видим вот в этом графике, что основная часть средств пойдет на наработку белка и проведение формальных клинических исследований. Итак, сегодня мы вам рассказали о нашей идее препарата для лечения ишемических состояний, таких болезней, как инфаркт, инсульт, критическая ишемия конечностей, диабетическая стопа. Но обращаю ваше внимание, что на нашем сайте вы увидите, что в нашем портфеле есть идеи лечения и с другими критическими заболеваниями. Например, это наш сайт. Вот мы говорим о том, что у нас есть лекарство для лечения колоректального рака. И также есть идея лекарства, которое будет бороться с ревматическим артритом. И есть лекарство, которое предназначено для лечения некоторых заболеваний зрения, таких, например, как влажная макулярная дегенерация. Здесь же на сайте вы можете увидеть особенности метода трапов,
описание нашей команды и некоторые интересные, возможно, для вас материалы по поводу вообще биофармацевтического производственного процесса и особенностей наших находок. Поэтому буду рад, если вы зайдете к нам, буду рад, если вы позвоните мне или оставите ваши контакты для того, чтобы мы могли к вам обратиться. И будем очень рады, если вы так или иначе поддержите наш проект. Спасибо.